Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device. Сейчас хочу показать вам, как активировать повышенную герцовку на ваших смартфонах Realme. Активация произойдет во всех приложениях, а также в играх. Плюс к этому в играх мы добавим максимальное количество FPS, в том числе в игре Танки и PUBG. Друзья, сразу скажу, что максимальная герцовка и FPS зависит только от вашего смартфона. Давайте зайдем в настройки. Экран и яркость. В самом низу пункт «Еще». Частота обновления экрана. По умолчанию у вас будет выбрана стандартная частота. Также вот в этой нижней графе вы можете увидеть, какую максимальную частоту поддерживает ваш смартфон. В моем случае он поддерживает 120 Гц. Я ее выставляю. Также, друзья, не путайте обновление экрана в герцах и FPS. Это немного разные вещи. Итак, здесь мы выставили максимальную герцовку, которую поддерживает наш смартфон. Идем назад. В самом низу заходим о телефоне. Клацаем «Версия». Активируем режим разработчика, если он у вас не активен. Много раз нажимаем по номеру сборки. Теперь в поиске настроек пишем «Частота обновления». Вот этот пункт нам и нужен. Находится он в меню разработчика. Активируем галочку. Теперь сверху мы видим обновление нашего экрана, которое указано в герцах. К слову скажу, друзья, что практически все современные приложения поддерживают повышенную герцовку. К примеру, если зайти в Play Market, то герцовка не изменяется. Также, к примеру, с приложением Яндекс. Но есть те приложения, которые поддерживают только 60 Гц. Например, если открыть стандартную клавиатуру, то герцовка поменяется на 60. То же самое и с играми. Зайдем, например, в World of Tanks. Как видите, герцовка поменялась на минимальную. Сейчас мы активируем максимальную. Первым делом вам нужно зайти в Play Market и скачать вот такое приложение Set Edit. Ссылку на него я оставлю внизу под видео. Заходим в приложение. Здесь ничего обновлять не нужно, нажимаем ОК. Если появится такое окно, нажимаем шаг назад. Теперь листаем вниз. Посмотрите примерно, где находится вот этот бегунок. По нему и ориентируйтесь, докуда нужно листать. Находим вот такой пункт Peak Refresh Rate. Здесь будет указана максимальная герцовка, которую поддерживает ваш смартфон. Нажимаем на эту строку Edit Value. Теперь меняем ту цифру, которая у вас, на единицу. Нажимаем Save. Проверяем, что строка изменилась. Теперь можно закрыть программу и зайти в World of Tanks. Как видите, герцовка не падает, продолжает держаться 120. Прежде чем продолжить настройку с танками, я хочу вам показать плагин для игр, который я использую. Сейчас по стандарту у вас, скорее всего, вот такой же похожий плагин. У меня же есть продвинутая рабочая версия, которая используется на китайском рынке. Лично мне она нравится больше. Сейчас покажу, как ее установить. Друзья, ссылку на скачивание этой версии я оставлю внизу в описании. А также напомню, если вы еще не подписаны на канал, то не забудьте подписаться. Впереди вас ждет много интересных и полезных видео. Далее, если вы захотели установить этот плагин, нужно сделать безопасную установку. Поверх вот этого родного он не установится. Скорее всего, выдаст ошибку. Родной придется удалить. Но сейчас покажу, как, если что, откатить обратно. В Play Market вам нужно скачать вот такое приложение. Вот его иконка. Называется APK Extractor. Конечно, для вашего удобства я оставлю ссылку на него. Скачиваем и открываем. Нажимаем «Поиск». Пишем «Игры» либо GameSpace. В общем, то название, как у вас называется этот плагин. Нажимаем вот эти три точки. «Извлечь». APK извлечен. APK Extractor можно закрыть. Теперь зайдем в проводник. К слову скажу, что я пользуюсь проводником из MIUI от Xiaomi. Он гораздо удобнее, это правда. Кстати, видео о том, как все это установить, есть также на моем канале. Там ничего сложного. Далее нужно найти папку APK Extractor. Это она. В родном проводнике Realme она находится вот здесь. Память телефона, APK Extractor. Здесь и будет находиться ваш родной плагин для игр в формате APK. Теперь его смело можно удалить. Заходим о приложении. Дальше нажимаем «Удалить приложение».
Теперь устанавливаем тот плагин, который вы скачали по моей ссылке. Открываем его. Как видите, все мои установленные игры поддерживаются, они находятся здесь. Также, к слову, добавлю, что сейчас я работаю над тем, как активировать Voice Changer, то есть изменение голоса. Оно здесь есть, друзья, но не поддерживается на нашем российском рынке и на рынке СНГ. Не знаю, почему Realme не могут активировать его у нас, но в Китае это давным-давно работает. 游戏变声，陪你一起玩游戏。快加入，游戏要开始了。快加入，游戏要开始了。 Итак, давайте вернемся к настройке наших игр. Запускаем World of Tanks. Теперь наш плагин для ускорения игр будет выглядеть вот так. Как видите, здесь есть Voice Changer, но он не поддерживается игрой. В других играх он также не может быть активирован. Но повторюсь, я сейчас работаю над тем, как его можно активировать. И рано или поздно, я уверен, это удастся сделать. Ну и конечно, как в стандартном плагине, здесь показывается загрузка процессора, FPS и загрузка графического процессора. Также здесь можно ускорить игру, сделать запись с экрана. Плюс к этому здесь можно настроить, чтобы записывались звуки системы, а также запись звука с микрофона. Просто нажимаете «Запись», запись началась. Ну и конечно же, чтобы в игре активировать максимальное количество FPS, заходим вот в эти настройки. Графика. Пункт ограничения частоты кадров. Здесь выставляем максимально возможное. В моем случае это 120. Ну что, в бой? Как видите, теперь у меня повышенная герцовка 120, а также повышенная FPS, кадры в секунду. Кстати, все записи с экрана, которые мы записали через этот плагин, сохраняются вот сюда. Папка DCAM, Screenshots. С World of Tanks мы разобрались. Теперь давайте разберемся с PUBG. Здесь также, как видите, активировалась повышенная герцовка 120. Но вот с кадрами в секунду здесь есть небольшой нюанс. Сразу скажу, что в игре PUBG очень сложно активировать повышенное количество FPS. Первым делом зайдите в настройки. Графика. Здесь нужно выбрать максимально допустимый пункт. В моем случае это ультра. Давайте сыграем. И вот здесь, друзья, есть один небольшой нюанс. В игре PUBG сложно добиться высокого FPS. И не на всех смартфонах появятся повышенные кадры в секунду. Но если в вашем смартфоне есть режим GT, его можно активировать вот здесь, в шторке. Активируем его. Теперь посмотрите, FPS начинает расти. Максимальных кадров в секунду мне удалось добиться только 90. Но для PUBG это очень хороший результат. Вот такими способами мы добились повышенной герцовки дисплея на всем смартфоне, а также повышения до максимальных значений FPS в разных играх. Не забывайте, что если игра, к примеру, не поддерживает выше 60 FPS, то выше вы сделать его никак не сможете. Также, к слову, добавлю, что если мы перезагрузим смартфон, то вот эта программка SetEdit обнулится, и ту единичку в параметрах нужно будет прописывать заново. В принципе, друзья, я показал вам все, что можно сделать для повышения герцовки и FPS. Конечно, каждый день я отслеживаю, как все это можно усовершенствовать. Поэтому, чтобы не пропустить новые ролики, не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, жмите колокольчик. По традиции желаю вам только качественных девайсов. Скоро увидимся на YouTube. Пока-пока.